Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Я вижу Анну. Угу. Она как будто бы в землю что-то вкладывает. Угу. Эта программа связана с магическими действиями, и тянется она из сектора магии в сектор принятия решений, занимает вот всю правую сторону. И там, сейчас я посмотрю, Угу. да, и там вот с правой стороны, вот там как будто какой-то тумблер, который включается и выключает. То есть меняется так цок-цок, а, то свет, то черное. Угу. Так, я соединяюсь от этих ситуаций. Угу. Виктория, Ее отсоединить от зову. всех и всего. Угу. На счет 3 ты найдешь в эфирном пространстве эфирное тело Анны. Анна. 1, 2, 3. Да, я ее вижу. Так, сейчас посмотрю на энергосферу. Энергосфера вот такая, волны. Энергия утекает. Она мне показывает вот так ладони. Ладони черные. От головы, от ладоней в сектор магии идет подключка. Так, я ее повернула. Она как-то резко вот так вот развернулась сзади. Сзади считывается ведьмовской хвост. Подключка тянется в сектор интерферентов, точно как хвост. Вот эта программа хвост, копыта, как будто бы стучат копыта по позвоночнику вверх, и как табличка какая-то на уровне сердечной чакры. Сейчас я посмотрю. Угу. Там написано вон. В, W, O и ны. Не знаю, что это означает. От буквы О. Она другая. W и N латинские, Угу. черные, а О такой, как бублик белый, и тянется в сектор магии. Там кто-то как будто вот так накручивает нить на клубок. Угу. Так, сейчас я ее разворачиваю, я смотрю. Да, у нее еще импланты на глазах, глаза закрыты. Программа предательства себя, ну или другими словами фашизма. Угу. Вот. То есть безразличие к себе. Угу. Но это уже родительские блоки пошли. Я уже вижу, она беременная. Угу. Вот. Вот так она выглядит. Ну хорошо. Давай, Виктория, отодвинь все эти ситуации. Да. Считай эфирная ДНК Анны. Анна ли это? Да, это она. Угу. Спроси у нее разрешение потрудиться с ней для нее. Она разрешает. Угу. Хорошо. Посмотри, Виктория, с чего нам лучше начать. Сейчас мне идет, что сейчас ее нужно как бы пригласить подняться в более высокие пространства. Я Мгм. вот так ей показываю: "Давай, давай, поднимайся". Я ей говорю, чтобы, ну, сейчас как на уровне телепатически, на уровне физики говорю ей, чтобы она вспомнила, самые счастливые моменты, какой-то момент счастливый, и настроилась. Я вижу, что она вот так вдохнула и как встала, Мгм. как в каком-то туманном,
пространстве. Я ей передаю, чтобы она поднималась с пространства света, любви и гармонии, чтобы я увидела эти подключки к интерферентам. Мгм. Вот. Я вижу, что эта подключка идет вот к... Это подключка как хвост. Вот. Мгм. И она ее сильно сейчас начала тянуть, тогда этим хвостом вот так, как будто руководили, да, как будто бы кто-то ухватил за хвост и махал Мгм. ей. А сейчас наоборот, она поднимается вверх, сильное напряжение, и там это раскачивается, как камень какой-то, огромный камень. И считывается также вот этот дух, как птица черная. Мгм. Да. Так, что это за Я дух думаю, такой? что нужно сейчас приказать всем интерферентам проявиться, потому Хорошо. что Анна на уровне физического воплощенного разума отказывается от всех ритуалов, программ. Я вижу, она стоит и вот так от рук буквально отрывает эти черные энергии. Они такими кусками уходят. Мгм. Появляется этот сон. Я также захожу в этот сон и показываю Анне. Говорю, чтобы она М. осознавала, что происходит, но я почему-то этого с уколом вот так шмякнула. Хотя я никогда сама ничего не делаю, но это я сделала. Мгм. Я его потом взяла, он начинал брыкаться, а я его взяла вот так в секторе интерферентов, прижала рукой за горло. Мгм. И Так. сейчас я вижу, что я выгляжу как, ну вот, как ангел с крыльями, стою и вот так держу, и считывается это карма. М. Так, а что это за существо, Виктория, которого ты держишь? Так, Приказывай ну, этому существу называться. Кто он такой? сейчас я вижу, что я вот так за горло ухватилась, его ухватила, а сейчас оно вот так сквозь руку вот так и образовался такой, как мешок, как шар. И я Мгм. вижу, что это пространство, а в этом пространстве лежит кто-то. Анна лежит, Мгм. а такой спрут черный обвивается. Она вот так лежит, как будто в гробу. Мгм. А спрут вот так такими ногами, ну, этими Щупальцами. щупальцами как-то завивается вокруг ее ног и вокруг головы. Я это все замораживаю. Давай приказываем всем интерферентам проявиться. Хорошо. Приказываю всем интерферентам, которые находятся в личном пространстве Анны, каждому интерференту приказываю проявиться согласно его эфирной ДНК, и всем им приказываю встать по старшинству. Это приказ. Появляется ангел черный, шум крыльев. Вот он так крыльями черный, Мгм. с клювом. Так, Так, кто он такой, приказываем отвечать. ам, я вижу, внутри у него маленький мальчик стоит. Мгм. Этот мальчик, как этого мальчика, которого она крестила? Федор, по-моему. Федор, он так и звучит. Федор, я вижу подключка в сектор магии. Мгм. Вот этот, он считывается птица счастья. Мгм. Это дух, у него клюв такой, который вот так тянется волной в сектор интерферентов. А М. дух, это как программа. И Гор,
э, Ага. как птица счастья почему-то, вот так. Это все связано с магией, с этими клубками, какими-то иголками. Потом вижу в секторе, еще ниже, Мгм. ам, какие-то крокодилы ходят. Буквально как прямо ходячие крокодилы. Давно их не видела. Они М. находятся вот там на глубине, и как где голова, вот так они ходят вокруг головы. Там кто-то лежит, Мгм. и считывается как пустота, впадина, вот так. И там кто-то падает постоянно. То есть я приказываю ему проявиться, самому главному Вижу. интерференту. Приказываю. Приказываю самому главному интерференту проявиться в его пространстве согласно его эфирным ДНК. Считывается Люцифер. И почему-то пошло вот это слово колечко, и оно вот так потянулось. У него в пространстве вот это какое-то как впадина, и слышу колечко, и оно как струна потянулась в третий глаз. Э, Ани, Мгм. и точно вижу вот эта девочка, которая сидит на пороге. А, На пороге сидит. Мгм. ам, И говорит как-то колечко, крылечко. Мгм. Какой-то стишок, как будто тараторит так. Не, это какой-то из магического заклинания. Мгм. Оно связано с каким-то, я слышу, прошлым, будущим. Так, ладно, я Мгм. закрываю Отсоединяйся. всех. Мгм. Там Закрывайся. еще и серый. Ага. Так. М, Кто еще там в интерферентах? Какой-то Мгм. серый стоит, и у него вот так летающая тарелка. Ам, Мгм. Так, короче, Мгм. я могу долго здесь ну, Да, короче, я Виктория. куда ни посмотрю, какую-то ситуацию вижу. Я их замораживаю, Замораживаю Викторию, поднимаю сессию выше. да. Так, тогда, может, по аспектам, Виктория? Нет, нужно Нет? посмотреть, когда впервые, то есть как Мгм. они проникли в ее пространство, и каким образом она к ним подключилась, и где тут контракт. Мгм. Хорошо, пусть она покажет первый случай, когда интерференты проникли в ее пространство. Что это было за событие? Пусть она его покажет. Так, сейчас я вижу, что э, ей делают как будто какой-то дефибрили, короче, запускают сердце. Вот это Мгм. слово Белиация. дефибриллятор. Ну, Короче, вот вот так, этими утюжками. да, и Разряд. Мгм. такой Так. разряд делают. Когда сделали этот разряд, но это я вижу сущности делают на эфирном Мгм. плане. Я передаю Ане, чтобы она открыла свою генетическую память и нашла тот самый первый момент, когда она подключилась к интерферентам. И я вижу, проявляется ее родовое, как проклятие. У нее ноги почернели, вот так, где таз, вот Мгм. это все почернело, вот такой, как гора. То есть все превратилось в одну массу. И в секторе магии находится она, и она открывает там как будто почему-то идет могила. Открывает могилу, заходит. Ну, я родилась в Крыму, и я знаю, видела эти курганы, потом на востоке Украины. Мгм. Могилы — это старые курганы, где там захоронения древних цивилизаций были, ну, эти какие-то главные люди там.
похоронены. И она вот такой курган заходит и идет по ступенькам со Мгм. свечой. Сейчас я посмотрю, что было на физическом плане. Мгм. Посмотри, Виктория, что в этот момент происходило на физическом плане. На счет 3 ты увидишь. 1, 2, 3. Я вижу, она сидит и разложила карты. Потом она копает. Но я так понимаю, что это связано с этими воплощениями. Я ей передаю, что она отказывается от всех этих ритуалов на уровне сознания, Мгм. чтобы она показала, когда впервые она подключилась к этим. Да, что было самое ее Сейчас я первое ухожу, событие? Мгм. вижу в раннее детство, вижу ее маленькой, большие огромные глаза, и она смотрит, подняла вот так глазки, у нее перед глазками такие, как два черных диска, подключка к сектору интерферента. И вот это снова такое, как будто вожжем они ее руководят из сектора интерферентов. Так, этот Мгм. спрут, это вся компания. Я ей показываю на это, Мгм. спрашиваю, видит ли она вот эти подключки. Она смотрит, она маленькая, смотрит, и этот хвостик у нее есть. Это же, и вот это какое-то слово «вон». Мгм. Так, это есть уже. Я ей передаю, чтобы она вернулась по своим а, генетическим, а, по По этому древу. пути, Так, да, и так. нашла тот момент, когда она была свободна, чистая и впервые подключилась к этим интерферентам. Я вижу, она проходит сквозь как будто бы тоненькая такая щелочка, и вся в заграждениях. Я ей говорю, что это ее пространство, и она может делать все, что хочет. Она может сейчас там пролить свет. Мгм. Я слышу свет дружбы. О, свет дружбы с первоисточником. Я ей передаю, чтобы она вспомнила, потому что я вижу в секторе интерферентов, где она лежала там, и она вот так поднимается, поднимается. Это как Мгм. ее высшее я, какое-то решение, и переходит в сектор миссии. Да, она Хорошо. показывает. Сейчас мы находимся в каком-то очень светлом пространстве, и она стоит, там какие-то голоса. Она стоит, а перед ней такая черная книжка. Там М. написано «Гор». Мгм. Так, что это за книжка? Она показывает, как она опускает ногу правую в эту книжку. Говорит, мое участие в делах тьмы. Мгм. Так. А когда она решила участвовать в этих делах тьмы, где ее решение? Сейчас я вижу, она находится как в секторе миссии, и у нее в руках такой, знаешь, как кости. Э, и она их так вот, Игральные кости? да, она их вот так как будто бы Мгм. трусит, смешивает в руке, и вот Мгм. так бросает. И ей выпадает, я вижу, кубик с тремя точками. 3 точки. Раз, 2, 3. Мгм. Вот. И это имеет отношение к этому слову "он". Оно почему-то, Ну, считывается по-английски это как выиграть. выиграл в прошлом, Мгм. да? Да. Вот, вон. И сейчас я посмотрю. Мгм. И она, выглядит как,
как считывается как нимфа. Мгм. И вижу, как она ножкой спускается, вот своей ножкой в этом пространстве. То есть она между, то есть она как духовная личность. Мгм. И она вот так ножкой опускает в эту темную воду. Вода темная, и такие волны начали идти. И она только как бы вот так притронулась к воде, и какая-то сила ее ухватила и очень сильно затащила прямо в омут в этот. Сейчас я посмотрю. Так. Эй, Кто это кто это не-не, подожди, схватил? подожди, Мгм. пусть я Ждем. посмотрю, что это было, какое ее было решение. Мгм. Посмотри, Виктория, Вот. какое было ее решение. Так, я вижу, она берет закутанного ребеночка маленького и отправляет. э, да, это рождение, то есть пойти на воплощение. А, Мгм. Она говорит, первое воплощение на земле у каких-то родителей. Мгм. И по отношению к себе она сразу же появляется как в секторе магия. То есть это решение было для нее, Мгм. считывается Насилие. фатальным. Да. Мгм. Фатальным. И вот так снова я вижу эти 3 буквы. И снова она вот это вот жребий выбирает. Мгм. Так. Это как-то вот это с книгой связано, Виктория. Черная книга была Да, с да. надписью "Гор". Что это за книга? Так, с одной стороны, она вот так ее подняла, посмотрела на обложку. А другая сторона, вот это что с правой стороны, снова вот это, как оно считывается, могила. Мгм. И она заходит. Так, сейчас я посмотрю, что это за эгрегор, что это за пространство. Считывается общая могила человечества. Мгм. Шиол. Шеол. Мгм. А, Шеол, да. это эгрегор смерти. Мгм. Да, да, я вижу. То есть она выбирает воплощение. И тут же я вижу, как, вероятно, это на уровне подсознательном, как огромное существо какое-то ее убивает. Ам, Она вот так, огромный кто-то, огромный ее М. убивает. Похож на ам, какую-то большую обезьяну. Мгм. Да, это как обезьяна. Ам, так, Так. сейчас я Мгм. посмотрю момент Первый момент, когда она выходит, это в пространство. подписания контракта. Мгм. Так, снова получается, вот как будто она ножкой наступает. Я Мгм. ей передаю, вот зачем она подписывает там контракт. Мгм. Так. Вот рука и нога я вижу. Мгм. Так, с кем она подписывает контракт? Ему я приказываю проявиться согласно его эфирному ДНК. Я слышу Шеол. Я приказываю хозяина Шеола проявиться. А Мгм. он там ржет так. И этот эгрегор прямо вот так трясется. И в этом Шеоле она лежит, и он типа, что это она, хозяйка этого Шеола. Я ему передаю, что он врет, Мгм.
что она там как жертва, и немедленно приказываю отвечать, кто он. Сатанаил. Приказываю. Я его Мгм. снова почему-то хватаю за шею. Мгм. И вот это спрут, вот эти все же проявляются, и этот серые, их два. Мгм. Так, где контракт? Пусть Анна достанет этот контракт, который она заключила с этим Сатанаилом. Пусть она его покажет. Я ее М. спрашиваю, на что она согласилась, на Мгм. какой обмен. Я вижу, что она взвешивала что-то, какие-то решения, как на весы ставила. А, И она посмотрела сейчас на первоисточник в ту сторону. И снова вот эти кости она бросает. Мгм. А что это за кости? Согласилась. Мгм. Сейчас я посмотрю. Оно как-то как закрыто. Я ей А, передаю, что ее рациональная часть отказывается от любых магических ритуалов, отказывается а, от соприкосновения с магией и хочет узнать, где был тот мгм. контракт, Мгм. на какие соглашения она ушла и что она хотела выиграть. Она говорит время. А, вот это Время. он и время. Мгм. Это связано как-то с этой буквой О. Мгм. Так. Она говорит время династии, и поднимается, говорит, время династии богов, и показывает, что она есть частью общего сознания священной вселенной. Мгм. Династия богов считывается труженики. Мгм. Вот. И также я вижу, что за мной вот стоят, я не одна, Мгм. а узнаю, эти ангелы стоят, а узнаю в них лица этих людей, которые к нам приходили на сеансы. Мгм. Вот. А она должна сама все вспомнить. Мгм. Я передаю ей, что в ее жизни все прекрасно складывается. Она нашла свой путь к себе, к своему сознанию, подсознанию, к своей душе. И сейчас хочет расторгнуть этот контракт. И она вот так с этой книги сметает, Мгм. ам, считывается ритуалы. И Хорошо. вот так что-то берет, как будто бы вытрушивает, как за ногу, вверх ногами. Кто-то, эта книжка висит. Мгм. И у этой книжки образовалась нога. Вот сейчас одна или две ноги. А, это как будто человек до талии, да? А потом Мгм. превращается в книжку. Вот так, оно вверх ногами. Так. Что он там застрял? Нет, ну эта книжка так выглядит. Это ее там А. решение Мгм. заблокировано. Там вот это как черная энергия, и я вижу, кто-то делает вот такой ритуал, там, знаешь, как закрывает что-то. М. И в секторе магии появляется какая-то женщина, которая делает какие-то ритуалы над головой. Приказываю этой женщине проявиться согласно ее физической ДНК. Ну, рептилия ам, в эфирном плане. Это та Мгм. женщина, которая и подсознание сработало.
Это которая вот от этой птицы, от этого духа типа избавляла. Мгм. Я передаю Анне, что иррациональная часть отказывается ходить к этой а, Мгм. ведьме. Ведьме. Мгм. Да. И еще какая-то свеча, вот закапывание свечи. Мне идет, что соучастник, Мгм. как бы убийство души вот этой магии. То есть, ну правильно, всегда свидетель это соучастник. Потому что Мгм. свидетель, если видит какое-то зло, то должен обличить его, и, а не соглашаться. Вот. Она тоже от этого отказывается, снимает как перчатки. И Мгм. вижу, снимает эти черные, они как резиновые сапоги такие прям до талии. Вот. Мгм. Под деревом что-то тоже, какую-то свечу я ей передаю, чтобы она это Отменила. отказывалась, отменяла это решение, очищала свое пространство, вот она его очищает. Мгм. И какая-то красная то ли свеча, то ли что-то. И а, это я слышу заговор на суженого. Ей Мгм. тоже передаю, что она отказывается, чтобы она отменяла это решение и очищала свое пространство. Мгм. И чтобы она зашла в тот момент, когда она впервые раскладывала эти пасьянсы, чтобы она тоже это отменила на уровне сознания, потому что она сейчас и на уровне подсознания. Все эти ритуалы, это все. Вот Да, то она это есть, все отменяет, закрывает. И вижу, как эта книга начинает сиять. мгм. Вот, начинает сиять, и с нее вышел такой шар. Сияет, как солнце. И она, а, этот шар вот так начинает сиять. Я вижу, Мгм. что Что это? этот шар, оно считывается как праведное решение. И она как будто бы в него вошла. Оно вот Мгм. так все сияет. И сейчас она берет эту нить, которая от буквы О, и начинает уже она это влиять. То М. есть ее влияние началось на сектор магии. Хорошо. Так, кто-то, Мгм. я ей говорю, чтобы она вытаскивала того, кто находится в секторе магии. Мгм. Выходит какой-то Шульц, или Шульц. Шольц, или Шульц. Ам, так, выглядит в эфирном плане как а, Мерлин какой-то. Эм, М. да, я ему приказываю назваться, кто он. Это телепат. Ага. Вот. Так, хорошо. Я Приказываю этому телепату отвечать, что он делает в пространстве Анны. Он говорит, что он ищет изъян. Мгм. Ну, я передаю Ане, что она хочет, а, Отменить отказывается. знакомство с ним и иметь какие-то дела с ним. Она от этого отказывается. Она это делает, поднимается вверх. Вот с этого пространства выходит, и я передаю, чтобы она ам, отменяла все ее решения соприкасаться с магией, эзотерикой и с делами тьмы. Мгм. Сейчас она берет этот камень, контракт, что-то вытаскивает, оно сияет. Мгм. Хорошо. Что это она вытащила? Давай посмотрим. Я ей передаю снова, что ее рациональная часть хочет э, расторгнуть самый Мы первый все, да. контракт, по которому она подключилась к антимиру. Так, я вижу, это связано.
как будто, ну вот ее воплощение первый раз, потом она заходит как в гробницу, так, в этот эгрегор. Мгм. Я ей передаю, чтобы она вспомнила, на что она согласилась и с кем она провела, считывается, ритуал. То есть в эфирном плане она провела какой-то ритуал. Считывается ритуал типа распознавания или что-то такое. Так, что это за ритуал, Виктория? Давай посмотрим, что это было за И действие. она вот кидает эти кости. Сейчас я посмотрю, с кем она. Я вижу в эфирном плане, она сидит как нимфа, как богиня, красавица, лицо то же самое. Правда, еще не слышу имени. Сидит с таким чертом, он с Так. хвостом, как будто бы на лужайке. Он в своем пространстве, отделен от ее пространства. Он separate. То есть все пространство, а он как будто в его пространстве. А они вместе играют в кости на время. И На какое? она говорит, что она выиграет. Мгм. Она говорит, Так. что она выиграет. Так, а зачем ей играть на время? Нет, подожди. Ага. Сейчас, одну секундочку, я послушаю. Послушай, Виктория. Этот Гор говорит. Он как будто гром такой. Ты не можешь сопротивляться, говорит, злу. Он ее искушает. Мгм. Он ей вот так показывает в его пространстве, как будто приоткрывает такую, как будто гроб, крышку. Он говорит ей, ты не сможешь. Снова я слышу сопротивляться злу. Он говорит, это мой конек. То есть это его как именно говорит конек. Мгм. Это его Так. возможность. А она хохочет. Так. И показывает вот так обратно к первоисточнику. И показывает, как они вместе ходили. И она руку ему вот так ложит на плечо, и они идут. А он уже в это время был похож как царь. И у него так шлейф тянется, у него как черный плащ, привязан к этому его пространству, к антимиру. Там уже образовывается, бурлит этот антимир, только образовывается, ничего. Это еще безобразное пространство. Но он ходит туда-сюда по этим чистым пространствам. Он заходит в свой мир, там творит, а потом идет в светлое пространство и там искушает Мгм. богов, творцов. А она говорит, я могу. И показывает, как она ножки свои опускает в эту черную воду. Она ему говорит на то, что ну, он же может ходить как бы в светлое пространство. Мгм. А почему она не может? И он показывает ей на этот шеол. То есть это как
И он показывает, как она там лежит в этом гробу в Шеоле. А она хохочет. Хм. И она снова ему говорит: ну ты же можешь, ну типа, ходить туда-сюда. Мгм. И я вижу, что она оборачивается, а он прибивает ей эту табличку. Вот снова М. идет вот это. Так, Так, а хочу почему понять смысл. почему она уже там оказалась в этом гробу? Это в будущее, но в эфирном пространстве это же все прошлое и будущее, оно все вместе. Она ему на прошлое показывает, оно же все вот так есть. В эфирном пространстве оно все есть одновременно. И я вижу, что это что-то связано проявляется с рождением этого ребенка. Там мамаша, которая вот так качает этого ребенка, рождается. Нужно посмотреть, что происходило на физике, и, наверное, раскроется тогда. Давай посмотрим, что когда родился этот ребенок, что происходило. Я вижу, что это сначала девочка маленькая, потом девушка красивая. Она ходит и очень Мгм. красиво, солнцем залита. Она ходит, как будто бы цветочки срывает. А вот эта сущность, как огромный орангутанг. Оно так и идет, орангутанг. Мгм. Постоянно за ней следит. Так. А потом я вижу, как он на нее нападает. А, Она падает на спину, а он ее переворачивает Мгм. лицом к земле, руки завязаны, ну как бы за руки, Мгм. и у него вот такие глаза, которые вот смотрят на эту табличку. И это дух, какой-то дух, колдовской дух. И он говорит: я ее узнал. Мгм. По табличке. Да, по этому контракту. Мгм. Но это Какое-то уже колечко, следствие, да? колечко. Вижу уже, где там это был, контракт, там покатилось вот это колечко. Оно вот вон, а, Мгм. колечко покатилось вниз в этот, прям как по ступенькам, по небесным. Вот так покатилось. М. Мгм. Так, Так, это сейчас тоже туда. прозвучало на разрушение зла. Сейчас я вижу, что когда она вошла, Мгм. в эту сейчас я ее как бы, имя одно прочитала, оно как гармония. Я вижу, как она заходит в этот шеол, и она типа лежит, но знаешь что, живые души, они же не умирают. Умирают М. только мертвые, а живые, они живые. И я вижу, как она в этом шеоле начинает порядок как бы делать. Она куда посмотрит вот так, она лежит, а куда смотрит, там образуются такие живые энергии. Там начинается все оживать. Мгм. Так, и снова слышу выиграть. Так, Так, Виктория, она находится у себя в секторе магии, ты да. сказала. Давай посмотрим, что она сделала против нее же, что она оказалась в секторе магии. Я слышу, она проглотила наживку, буквально как бы в рот.
проглотила наживку, то есть она повелась на искушение. Мгм. Это искушение. Так, я хочу посмотреть. Это в эфирном плане, это понятно. Он ее искусил. Это Мгм. Сатанаил. А на физике что происходило? Мгм. Что было на физике, когда он ее искусил? Что происходило? Я вижу, что снова эту маленькую девочку, которая стоит и рассматривает мир. А у нее перед глазами только вот эти два кружочка черных. Импланты считывается. Так, что это за импланты? Ну, импланты видеть, М. то есть притягивать как магниты на магию. Сейчас, подожди, что-то было насчет этого контракта. Мгм. Вот, контракт был, это он искуситель, то есть искусить. Вот, Мгм. и я ей передаю, что ее рациональная часть, ну, буквально как будто бы напилась этого магии, этого всего, и она это отвергает, Мгм. что она может в том моменте, когда она приняла. Ну сейчас становится понятным. Она заигрывалась с этим антимиром. Буквально вот я вижу, как она согласилась на эти искушения, вот рука за руку, вот, с антимиром заигрывать нельзя. А вот я же видела, что у нас много вот так стоит. То есть, много этих, скажем так, творцов, богов, они не пошли на искушение. Да, вот я слышу, она одна из тех, которые подверглись нападению, искушению. Это третий ангелов, которые искусились Мгм. на эти провокации Сатанаила. Мгм. И они попали в его матрицу. Но я вижу, что она как карабкается вверх. То есть она попала в эту матрицу и должна своим сознанием и желанием самостоятельно выбраться из этого, а, слышу порог. Ну Да, да. это ошибка этого порочного пространства, с этой порочной вселенной. Тьма она называется. Вот. Мгм. Так, спроси Анну, видит ли она, что она заиграла с этим Люцифером? Да, она видит, и я вижу, как она вот этот имплант вот так обращает на него внимание, и она вот так смотрит на эти кости выиграть. Мгм. Вот оно что. Вот это время, выиграть время, то есть это как спор, а, что э, она как-то говорит о том, сейчас я послушаю, Мгм. что все нужно исправить. То есть ее как миссия, ее желание было как бы помочь этому все исправить. И я вижу, как этот Сатанаил, он начал образовывать свой мир без духа, без Святого Духа, так как оно ничего не работало, и там появлялись только монстры. Вот эти духовные сущности, типа сущности, это программы, Мгм. которые не были, они буквально, я вижу, как заморожены. Оно ничего не работало. И тогда он начал искушать других, чтобы Они затащить, чтобы они оживляли.
своими, своим духом их программы. И он вот эту программу Шиол задумал оживлять с помощью ее духа. Мгм. Поэтому он и говорил, ржал там и говорил, что это она хозяйка этого Шиола. Мгм. Я вижу, она вот так стоит, а, отказывается. Я вижу, как этот черный шар, который она типа эту наживку проглотила, он выходит у нее изо рта. Я ей передаю, что ее рациональная часть отказывается соприкасаться с этим антимиром, с Сатанаилом, отказывается входить с ним в контакт, на спор, играть в его игры. Мгм. Ну, даже в психологии, знаешь, это как сработало? Даже в психологии же есть, что с людьми-шизофрениками, неадекватными, абьюзерами вообще нельзя ни работать на работе общей, ни общаться. То есть с ними взаимодействовать нельзя. Так вот оно таки откуда ноги растут. Вот Мгм. оно откуда ноги растут. Я вижу, она отказывается, выходит вот этот имплант, то есть как Мгм. наживка, то есть искушение. Отпадает эта подключка к, вот как хвост. Я ей Мгм. передаю, что она может приказывать этим всем интерферентам убирать все подключки. Вот то, что он там Мгм. перебивал, вот Да. оно уходит. И сейчас я вижу, она поворачивается там, где этот дух ее держал. Она поворачивается. Вот она лежала на земле, лицом Мгм. вниз, поворачивается и отдает ему карму, встала и эту подключку убирает. Хорошо. Я ей передаю, вот она уходит. Пусть она откажется оживлять все эти мертвые программы в этом пространстве Шоли и призывает все ее энергию, частички души, потенциал обратно к ней и очищает всю ее энергию. Все чужеродное пусть отсоединяет и отправляет туда, откуда это пришло. Я снова попала в то пространство, где она сидела с этим Сатанаилом на лужайке. И она говорит, что она не будет играть с ним в кости. Мгм. И вижу, как она вот так, знаешь, как символ ведьм, знаешь. Мгм. Вот этот фартук, это, знаешь, в Библии есть написано такой принцип, что нельзя взять на свои одежды раскаленные угли и не обжечь тело свое. Ну, потому что раскаленные угли прожгут одежду и упадут на ноги, да, на тело. И я вижу, как это принцип, который показывает, что нельзя соприкасаться ни с какими, ну, никаким образом с антимиром. И она вот снимает как фартук с этим раскаленным железом, с этими черными энергиями. И я вижу, как она вот этим фартуком буквально как-то вот так выкручивает эту девочку Мгм. а, и отменяет это решение, о, рождаться у какой-то ведьмы. Мгм. Хорошо. Вот, она как ангелочек оттуда. А, я вижу, эта девочка маленькая берет эти импланты, вот так положила на землю и Мгм. улетает, как ангел. И вернулась. Я ей передаю, чтобы она очистила все ее воплощения от присутствия энергий антимира, приказывала этому Мгм. антимиру, Сатанаилу, этим всем убирать Все воздействия, все воздействия. последствия воздействия и призывает карму за весь Вот ложь, обман. сейчас Мгм. я вижу, как ее квартиру я вижу, ну, дом ее. Я вижу, как эта черная энергия просто уползает с ее дома. Я ей передаю сейчас, чтобы она встала, очистила ее дом. Вот эти все сережки поломанные, это вот это из-за этого.
чтобы она очистила все ее пространство, своих деточек, вот они к ней бегут, Мгм. своего мужа, наполняла все ее пространство энергиями радости, гармонии, процветания. И чтобы вот это дефективное пространство все убирало с ее пространства и вернуло все частицы ее души, весь ее потенциал, гармонию, процветание, богатство. Пусть она возвращает, поднимается вверх. Мгм. Пусть она это сделает. Наполнится ее эталонными энергиями жизни, гармонии. Все ее пространство приведет в гармонии с жизнью, первоисточником. Я Раз вижу, она... что да, Мгм. там появляются эти энергии долг. Я ей передаю, что ее рациональная часть хочет отказаться принимать в ее пространство долги. Мгм. Пусть очищает, выталкивает. Мгм. Вот, появляются карты. Я ей передаю, что вот эти все ведьмы, к которым она ходила, она на уровне сознания отказывается. Пусть зайдет в каждый из моментов и откажется. Мгм. Вижу ее лицо радостное. Пусть она От- отказывается от всех гаданий, от использования маятника. Она это отказывается, и сейчас я вижу эта ситуация с купель, с крещением этого Федора. Мгм. Вот она стоит. Я ей передаю, что ее рациональная часть отказывается. Быть крестной. Да, Мгм. пусть она забирает этого, а она идет как соучастник. Вот. Пусть отказывается от соучастия Мгм. в этом ритуале и освобождает душу Федора от этих чужеродных программ. Вот Мгм. зачем эти крещения придумали, для того, чтобы переходить, чтобы эти программы как бы крестных переносить на ребенка. То есть, чтобы эти духи проникали через соучастие этих, она считывается как мать, как духовная мать. Мгм. О, вот оно что, духовная мать. Ты представляешь? Вот, то есть переселение духов вот этих. Мгм. Я вижу, как она вырывает этого духа у себя из сердечной чакры и у этого мальчика. Поднимает его, отказывается. И я вижу, как она ногой толкнула эту бочку какую-то, и она вся полетела, и вода выливается. Я ей передаю, чтобы она чистила все ее пространство и отправляла на утилизацию, на аннигиляцию все эти. Все чужеродные программы, подключка пусть отсоединяет, Да, сжигает, отправляет на аннигиляцию. она это делает, и я вижу, как это пространство, она вот так, как его закрывает. Вот. Мгм. Я ей передаю, чтобы она убрала из своего будущего все эти чужеродные программы, исправила все ее прошлое. И она вот так смотрит, а этот шлейф вот так тянется как будущего. Она смотрит в то черное пространство. То есть все пространство разделено на светлое и темное. И там она вот вытаскивает себя из этих. Мгм. Этих Я ей пространств. передаю, да, чтобы она очистила Шеол, то есть общую могилу человечества, этот эгрегор от ее энергий, чтобы она Мгм. прекращала это поддерживать, его, что ее решение — это жизнь, гармония, процветание. Ну, Мгм. То есть она откажется питать все эти конструкции, мертвые программы, энергии, их оживлять. да, она это делает и как бы отсекает это пространство, и вот эти, как будто ее глаза там были. Я ей передаю, чтобы она забирала, а, как будто бы ее там никогда не было, весь только знание оставила, вот этот опыт, а всю информацию об соприкосновении с антимиром и
соучастии в этом Шеоле и с делами тьмы, пусть отправляет на полную аннигиляцию, стирает со всех информационных полей, пусть Мгм. приказывает, пусть искуситель забирает карму Мгм. и все отправляет на полную аннигиляцию в портал. М. И она так вздохнула, и я вижу, как через сердечную чакру к ней энергия возвращается. Мгм. И я вижу, она взяла вот эту табличку, которая у нее была, она вот так положила и что-то стучит как молотком и говорит: "Я выиграла". Мгм. Отлично. И что-то она вот так сюда. Я ей передаю, чтобы она, а, вот эти использованные все энергии отправляла на утилизацию. Мгм. Поднимается вверх, вот в сектор будущего, чтобы она очистила все свое Мгм. настоящее, прошлое и будущее и родилась заново своими детьми, своим мужем, с ее всем, что принадлежит ей, в новом чистом божественном пространстве жизни. Мгм. А вот эта рука, что была, как белая ее рука и черная дьявольская, расходится. Я ей передаю, чтобы она просканировала все ее внутреннее пространство, очистила все ее пространство от чужеродных энергий смерти, наполнялось жизнью, Мгм. гармонией, процветанием. Так. Мгм. Вот идет она, ее Мгм. кто-то ведет как за руку. Это почему-то я ее веду. Вот она идет Мгм. в сектор будущего, в сектор первоисточника. Когда а, слышу, вляпалась. Мгм. Я ей передаю, чтобы она вот эта вода, знаешь, ляп, Мгм. чтобы она этот ее опыт негативный взяла только все позитивное, а всю карму за искушение пусть отправляет в портал на утилизацию всем, кто работает на темных, кто искушает специально людей, Мгм. кто им врет, пусть получают карму. Мы запрещаем ложь, обман, искушение в нашем пространстве. Запрещаем. Мгм. Что Божественные души Мгм. чистые, да. По аспектам пробежимся? Ну, она уже вверху, Мгм. вот. Контракт расторгнут, Мгм. вот. Аспекты все прошлись, то есть они все были, уже нет смысла Ну, возвращаться назад. ну, как скажешь, Виктория. Они все проявились. Мгм. То есть Ну ладно. возвращать ничего не нужно. Ну Возвращаться хорошо. назад. Я ей передаю, чтобы она оставалась в этих священных пространствах, гармонии, жизни, процветания. Мгм. Хорошо.